Всем привет, друзья! Возникла такая домашняя проблемка. Не работает вытяжка на кухне. Вытяжка старая, ей уже лет под 10. Но вы знаете, нареканий к ней нет. Из-за того, что она в магазине стоила самые меньшие деньги, это самая дешевая, которая была, фирмы Янтарь, украинского производства. За свои деньги она отработала уже ой-ой-ой. И проблема вот такая. Подсветка работает. Включаем первую скорость. И мы ничего не видим. Точнее, не слышим. Ротор с крыльчаткой не вращается. Включаем вторую, третью. И вот она еле-еле раскручивается. Слышите, какой звук? И сейчас я вскрою и посмотрим. А вот теперь наблюдаем, сколько там жира в этой решетке. План такой. Сейчас я снимаю вот этот вот блок с двигателем, с крыльчаткой. Демонтировать всю вытяжку не буду. Отсоединю кабеля вот здесь. Такая маленькая коробочка на винтике. На самом деле я ее разбирал уже не раз. Там есть в ней проблемка. Постоянно нижняя шайба вытирается почти в ноль. И так как много жира, она просто не раскручивается, заклинивает. Сейчас покажу, как это устранить. Возможно, такого плана вытяжки у многих стоят. И кому-то будет интересно. Поехали. Вот такая заглушка. Видно, как жир оседает. Такой серо-коричневый налет. На наш двигатель идет 4 провода. Белый, красный, коричневый и синий. Я на колодке сделал себе отметки и выкручиваю. Отсоединил я провода. 4 провода идет. Теперь снимаю сам корпус с двигателем и крыльчаткой. Так, что мы видим? У нас есть гайка. Гайка, скорее всего, из бронзы. Крыльчатка. Вращается очень туго. Видите, я не продолжает вращение после запуска. Будем разбирать. Гайку я разберу просто пассатижами. Зажимаю одним пальцем крыльчатку, чтобы не прокручивалась. И откручиваю. Откручивается все просто. Гайка, видите, какая интересная. Тут большая резьба. И небольшой такой упор сверху. Ответная часть сделана под конус. Похоже на цангу из фрезера. Чем больше затягиваешь вот этой гайкой, тем сильнее оно стягивает его на валу. Вал, скорее всего, гладкий. Ротора. И снимаем. Так. Пыль, грязь и жир.
Ничего сложного здесь нет. Обычная пластиковая крыльчатка. Пока ее в сторону. Смотрим, что у нас с двигателем. О, ребят, а он почти не прокручивается рукой. Так не должно быть. Много жира. Будем раскручивать сейчас вот эти два болта. Весь пар, ну, соответственно, жир, который идет с ним, проходит через двигатель. Двигатель ничем не закрыт, как вы видите. И еще в чем проблема. Сейчас покажу ближе, если будет видно на камеру, чтобы было понятно, почему же оно. Вот эта часть ротора. Видите, я нажал, она уходит. При вращении оно его подтягивает к задней стенке. Он у нас расположен вот так, то есть вниз хвостовиком, и на нем крыльчатка. Из-за того, что корпус задевает в эту часть крепления, он и не проворачивается. Ну и плюс жир. Сейчас это нужно все вымыть. Так как я в квартире, у меня нет никакого бензина, да и в принципе в доме он не нужен. Попробую очистить это медицинским спиртом. Проставлял вот здесь шайбы. Что я вам хочу сказать? Китайские шайбы очень сильно протирают. Пробовать ацетоном. Хотя здесь написано, что он без ацетона. С ароматом дыни. Фу, а на запах ацетон. Хотя написано, что без ацетона. Попробуем этим. Также прошу обратить внимание. Посмотрите. Это металлическая пыль. Из нашего ротора. Он алюминиевый. Видите?
насечка какая при вращении. В качестве смазки возьму обычный солидол. Вращение теперь плавное. Наливаю теплой воды. Туда окуну вот эту деталь. Тут металла нет. Попробую сейчас средством для мытья посуды снять вот этот вот жир щеткой. Недосконально, но намного лучше, чем было. Итак, ребят, смонтировал я назад наш двигатель с крыльчаткой. Провода поместил назад на их место. Ну и при вас буду пробовать, что получилось. Подсветка работает, она и работала в принципе. Пробуем первую скорость. Ну и как вы слышите, запустилась сразу, без проблем. Нет свиста, писка. Вторая. Ну и давайте третью. Тянет хорошо. Ну что я могу сказать? Вытяжка из сегмента самый дешман. Еще поработает не один год. Думаю, кому-то это пригодится. Можете оценить мое видео, оставить какой-то комментарий. Кому было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю здоровья, удачи и до встречи в новых видео.